Приветствую всех на моем канале World of Money, Мир банкнот. С вами я, Артур. Давненько не выкладывал я видео на мой канал. Это было связано с некоторыми жизненными обстоятельствами. И у меня не получалось выкроить время для моего любимого хобби. Очень соскучился я по этому делу и по всем вам, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Материала для контента у меня скопилось достаточно много, поэтому потихоньку буду выкладывать обзоры на мои очередные пополнения и отдельно на банкноты. Итак, сегодня я покажу вам свое очередное пополнение банкнотами разных стран. Вот письмо, которое я получил. Ну и давайте вместе с вами вскроем это и посмотрим, что там есть внутри интересного. Запаковано в такой плотный картонный конверт. Вскроем. Внутри еще один конверт, бумажный. И тут все тщательно запаковано. И я полагаю, здесь должны находиться мои банкноты. Надену свои новые перчатки. Они очень приятные и очень удобные. И давайте по порядку рассмотрим все банкноты. Первая банкнота. Ирак. 250 динар 2018 года. Новый модернизированный выпуск 2013-2023 годов, который сейчас используется в обращении. Лицевая сторона. Астролябия – один из старейших астрономических инструментов, служивший для измерения горизонтальных углов и определения широт и долгот небесных тел. Ученые исламского Востока усовершенствовали астролябию и стали применять ее не только для определения времени и продолжительности дня и ночи, но также для осуществления некоторых математических вычислений и для астрологических предсказаний. Имеется водяной знак «Голова лошади», арабской чистокровной лошади. Очень часто используется этот элемент в качестве водяного знака на банкнотах Ирака. Также имеется сплошная защитная нить с деметаллизированным арабским орнаментом и текстом. Оборотная сторона. Большая мечеть в Самаре, бывшей столице халифата аббасидов, которые и выстроили это огромное сооружение в 849-852 годах. На тот момент это была самая крупная спиральная постройка исламского мира. Высота ее минарета под названием Аль-Мальвия составляет 52 метра, а ширина у основания 33 метра. Спиральная структура минарета вдохновила многих художников на изображение древней мифологической постройки Вавилонской башни. Размер банкноты 130 на 65 мм. Номер по каталогу Пика
97, предположительно с индексом B, 2018 год. Также печаталась в 2013 и 2020 годах. Разновидности 2018-2020 года пока не вошли в каталог Пика Крауза. Средняя цена такой банкноты на российских торговых площадках 50 рублей. Следующая банкнота, также Ирак, 1000 динаров, 2018 год. Памятная банкнота посвящена включению болот и руин Южного Ирака в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Комитет всемирного наследия, состоявшийся в Стамбуле 17 июля 2016 года, включил Эриду, остатки шумерских городов и поселений, проживающих в Южной Месопотамии между 4 и 3 тысячелетием до нашей эры, и 4 водно-болотных угодья. Лицевая сторона – эмблема этого мероприятия, силуэт человека, стоящего в лодке, держащего шест на фоне ассирийской звезды, звезды Шамаша, бога солнца у ассирийцев и вавилонян в древности. Водяной знак, также голова арабской лошади. Также имеется сплошная защитная нить с деметаллизированным арабским орнаментом и текстом. Оборотная сторона. Здание медресе Аль-Мустансира. Средневековое религиозно-учебное заведение, организованное в 1227-1233 годах аббасидским халифом Аль-Мустансиром. Самое известное учебное заведение Ближнего Востока и Центральной Азии. Центр просвещения мусульманского мира. Размер банкноты 142 на 66 мм. В каталоге Пика Крауза банкнота пока еще не представлена, но предположительно будет иметь номер 104. Средняя цена такой банкноты на российских торговых площадках 150 рублей. Идем дальше. Следующая банкнота Бутан 100 нгултрум 2011 года. Выпуск 2006-2020 годов, находящийся сейчас в обращении в Бутане. Лицевая сторона. Джигме Сингьо Ванчкук родился 11 ноября 1955 года. Четвертый король Бутана, вступил на трон в 1972 году после смерти своего отца, третьего короля Джигме Джорджи Вангчука. 14 декабря 2006 года король отрекся от престола в пользу своего сына Джигме Кхесар Намгял Вангчука, ранее объявленного срока. В центре буддийское мифическое изображение Норбу Римпоче, один из 7 благоприятных драгоценных камней, окруженный мифическими птицами вечной жизни – Бья-Шеринг. Водяной знак Джигме Сингьо Вангчук. Также имеется оконная защитная нить с деметаллизированным микротекстом. Оборотная сторона. Ташичодзонг – буддийский монастырь и крепость в северной стороне бутанского города Тхимпху. Крепость была построена в XIII веке как монастырь. Имеется такой вот защитный элемент, проявляющийся при просмотре банкноты под определенным углом обзора. Размер банкноты 145 на 70 мм. Номер по каталогу Пика 32Б. Средняя цена такой банкноты 300 рублей. Дальше, друзья. Венесуэла. 200 тысяч и 500 тысяч боливар 2020 годов. Выпуск 2018-2020 годов. Боливар Соберано. Денежные реформы 2018 года. 200 тысяч боливар. Лицевая сторона. Звезды, цветы и портрет Симона Боливара в военной форме. Латиноамериканский государственный, политический и военный деятель, наиболее известный из руководителей войны за независимость испанских колоний в Америке. Национальный герой Венесуэлы. Водяной знак Симон Боливар и электротип БЦВ.
Оконная голографическая защитная нить шириной 4 мм с деметаллизированной аббревиатурой БЦВ. Оборотная сторона. Национальный пантеон Венесуэлы и мавзолей освободителя Симона Боливара в Каракасе. В левой части герб Венесуэлы. И 500 тысяч боливар. Все изображения и элементы такие же, как у предыдущего номинала. Размер банкнот 156 на 69 мм. В каталоге Пика Крауза банкноты пока еще не представлены. Отпечатаны эти банкноты в России в госзнаке. Средняя цена таких банкнот 90 и 200 рублей соответственно. Пытаюсь увидеть здесь скрытый защитный элемент. И он есть. Это аббревиатура БЦВ. На этом номинале он не так заметен. Похоже, что его вообще здесь нет. Такие две венесуэльские банкноты. А на номинале 500 тысяч защитная нить тоньше и без микротекста. Следующая банкнота. Молдова. 20 лей. 2006 год. Выпуск 1992-2013 годов, так называемый второй лей. Лицевая сторона. Портрет Стефана III. Штефан Чельмаре, один из самых видных правителей Молдавского княжества 15-16 веков. Также присутствует герб Молдовы, эмблема Национального банка Молдовы и печать или токен победы. Надпись по кругу на молдавском и стилизованное изображение литеры В. Первые две строки – миорицы, старинной румынской и молдавской пасторальной баллады, считающейся одной из важнейших произведений румынского фольклора. Строки переводятся как «далеко за горами, за долами». Водяной знак Стефан III. Имеется металлизированная защитная нить. Оборотная сторона. Сорокская крепость. Молдавская крепость 15 века в городе Сороки. Герб Штефана Чельмаре. Стилизованное изображение колонны Трояна, колонны бесконечности и между ними полумесяц. И также видим оборотную сторону токена победы. Размер банкноты 121 на 61 мм. Номер по каталогу Пика Крауза 13H. Средняя цена банкноты 400 рублей. Дальше. Болгария. 2 лева 1999 года. Выпуск 1999-2020 годов. Так называемый четвертый лев, находящийся сейчас в обращении в Болгарии.
Красивая очень серия, мне очень нравятся банкноты Болгарии. 5 июля 1999 года болгарский лев был деноминирован по курсу 1000 к 1. Один новый лев был приравнен к одной немецкой марке, и валюта больше не обеспечивалась золотом и серебром. Лицевая сторона. Паисий Хилендарский, 1722-1773 годы жизни, болгарский иеромонах Константинопольской православной церкви, основоположник болгарского национального возрождения XIX века, призывал к освобождению болгар от турецкого ига. Водяной знак. Стоящий на задних лапах коронованный лев. Сплошная защитная нить с деметаллизированным текстом и сплошной голографический защитный элемент. Оборотная сторона. Стоящий на задних лапах коронованный лев. Фрагмент произведения славяно-болгарской истории, произведения болгарской историографии публицистического характера, сочиненное болгарским афонским иеромонахом Паисием Хилендарским в 1762 году. Печати 4 болгарских правителей также изображены. Размер банкноты 116 на 64 мм. Номер по каталогу Пика Краузе 115А. Средняя цена банкноты 350 рублей. Следующая банкнота пришла подарком. США $2, 2017 год, с префиксом А. Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Ему соответствует цифровое и буквенное обозначение региона B2. Лицевая сторона. Томас Джефферсон, один из отцов-основателей Соединенных Штатов Америки и авторов Декларации независимости 1776 года, третий президент США. Оборотная сторона. Репродукция картины американского художника Джона Трамбула «Декларация независимости». На картине изображена сцена предложения к рассмотрению текста Декларации независимости США на заседании Континентального конгресса. Следующая банкнота. Израиль. 5 новых шекелей 1985 года. Выпуск 1985-1992 годов. После гиперинфляции в 1985 году израильский шекель был заменен новым израильским шекелем. Один новый израильский шекель приравнивался к 1000 израильским старым шекелям. Лицевая сторона. Леви Эшколь. Израильский государственный деятель, третий премьер-министр Израиля. В центре панорама Объединенного Иерусалима. Водяной знак Леви Эшколь. Имеется сплошная защитная нить. И также тексты на иврите. Оборотная сторона. Труба с водой.
несущие воду через зеленые поля и бесплодные земли, символизирующие национальный всеизраильский водопровод. Размер банкноты 138 на 76 мм. По каталогу Пика Краузе определена под номером 52А. Средняя цена банкноты 1500 рублей. И последняя банкнота. Памятная банкнота Польши, 50 злотых 2006 года. Банкнота, разработанная польским художником-дизайнером Анджеем Хайдрихом. Банкнота была выпущена 16 октября 2006 года к 28-летию избрания Кароля Войти на папский престол. В 1978 году в миру имеющий имя король Юзеф Войтыла был избран 264-м римским папой. При восшествии на престол Войтыла принял имя своего предшественника и стал Иоанном Павлом II, первым римским папой неитальянского происхождения и первым папой славянского происхождения. Банкнота в памятном фолдере, на котором изображен фонд банкноты с текстом на польском и английском языках. Первая польская коллекционная банкнота Иоанн Павел II. Внутри фолдера находится сама банкнота. Достанем и рассмотрим банкноту поближе. Вот такая красивая банкнота. Лицевая сторона, изображен герб Польши, и Иоанн Павел II держит посох в виде распятия на фоне карты мира. Водяной знак «Папская печать». Сплошная защитная нить с микротекстом 50 ЗЛ. Оборотная сторона. Сцена инаугурации Иоанна Павла II кардиналом Стефаном Вышинским. Также на банкноте цитата из письма его святейшества Иоанна Павла II к народу Польши, которая гласит в переводе: «Не был бы польский папа на престоле Петра, если бы не ваша вера, не отступившая перед тюрьмой и страданиями, если бы не ваша героическая надежда». Размер банкноты 144 на 72 мм. Номер по каталогу Пика Краузе 178. Тираж банкноты 2 миллиона штук. Средняя цена такой банкноты 4000 рублей. Такое, друзья, было у меня пополнение. 10 банкнот, 8 стран. На этом обзор подошел к концу. Всем большое спасибо за просмотр. С нетерпением жду ваших оценок и комментариев. Также прошу тех, кто еще не подписался на мой канал, сделать это и обязательно нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе моих новых выпусков. Желаю всем здоровья, добра, мира и успешных пополнений. До новых встреч!